Здравствуйте, друзья! Древние славяне живут на севере. Мир русского севера всегда воспринимался как особый, полный тайн и загадок. Таким его сделала не только природа, но и люди. В суровом климате воспитывались сильные характеры, а потому поморы или поморцы сумели пронести свою уникальность через века, не утратив ее под давлением неумолимого времени. Если вы захотите поставить жителя Архангельской области в неловкое положение, задайте ему вопрос о том, относит ли он себя к поморам. Большинство людей не смогут дать вразумительного ответа, так как одни из них считают, что все жители севера России являются по определению поморами. А другие уверены в том, что поморы жили очень давно, отличались от других народов, а сейчас их нигде не найти. Судя по всероссийской переписи населения 2002 года, к поморам относили себя около 6500 человек. А в 2010 году лишь 3113 человек называли себя таковыми. К Поморью относят Мурманск, часть Карелии и Коми, но столицей является Архангельск. Ценные промыслы. Первыми, кто заселил современный север России после того, как сошли ледники, оказались саамы. В память о себе они оставили на берегах Белого моря наскальные рисунки, каменные лабиринты и стоянки с различными предметами быта. Возможно, именно они являются прямыми предками поморов. Новгородцы начали осваивать север в IX веке. Поначалу селились там мало и неохотно, земли были довольно бедны. Но после 988 года, когда на Руси стали силой навязывать христианство, очень многие отправились на север, так как не хотели отказываться от настоящей славянской веры своих предков. Интересен тот факт, что даже в XIX веке в Поморье было очень большое количество людей, которые исповедовали истинную русскую религию или сохраняли некоторые элементы славянских ритуалов и поверий в повседневной жизни. Именно поэтому до нас дошли различные обереги поморов. С XII по XV век Поморье являлось колонией Новгородской республики, а позже было присоединено к Москве. Также на север после церковного переворота XVII века переселялись те, кто был против реформ патриарха Никона – старообрядцы. До сих пор в деревнях русского севера можно встретить общины староверов, которые бережно хранят свои традиции. Древлеправославная Поморская церковь объединяет около 250 религиозных общин и групп на территории России и примерно столько же за рубежом. Общины поморов-староверов можно встретить по всему миру, от стран Прибалтики и бывших республик СССР до США, Аргентины и Канады. Основными занятиями поморов являлись ловля рыбы и охота на зверя. Но помимо этого они занимались и другими промыслами. Земли русского севера славились добычей соли. Например, в Соловецком монастыре было 50 варниц, на которых работало около 800 тысяч работников. Двинская земля и Вологодский край также снабжали Москву и другие города солью, добывая около 1000 пудов в год. Как видите, даже в древности Москва наживалась на своих окраинах. Также, как ни странно, в Поморье добывали жемчуг. Правда, раковины искали не в море, а в устьях небольших речек. Самый лучший жемчуг отправлялся в столицу, к государю. Именно в Поморском крае возникла мода на жемчужные украшения и обрамление жемчугом кафтанов и других нарядов. В XV веке был достаточно развит промысел слюды, которую использовали для окон и фонарей. Цена ее колебалась от 15 до 150 рублей за пуд. До основания Петербурга именно Поморье являлось основной площадкой для внешней торговли. Архангельская ярмарка приносила огромные деньги в казну государя. Там можно было найти такие товары, как икра, мед, меха, различные ткани, ладан, бумага. По словам иностранцев, которые пребывали в Поморье ради торговли, поморы являлись немногословными, но гостеприимными и добрыми людьми. Свободные люди. Интересен тот факт, что поморы не запирали двери, так как они доверяли другим людям. В то же время они были хорошо воспитаны и не приходили к соседям в гости без надобности. Поморы крайне высоко ценили свою свободу. Возможно, из-за того, что не знали ни монголо-татарского ига, ни крепостного права.
В 17 веке большая часть населения состояла из черносошных, свободных крестьян. В поморской семье всегда царило взаимоуважение. Родители стремились научить детей грамоте, детям с детства прививали любовь и уважение к женщине, которая являлась не просто матерью и хранительницей домашнего очага, но и незаменимой помощницей своему мужу. Женщины помогали мужчинам в рыболовном промысле, а когда те надолго уезжали торговать в далекие края, оставались главами семей. В отличие от других регионов России, в Поморье отношения между мужчиной и женщиной строились на равноправии. Это отражается даже в поморских сказках. Главным героем в них может быть как мужчина, так и женщина. Объединяющей чертой является то, что сказочные герои почти всегда бедны. Дом крестьянина Помора состоял из двух частей – жилого помещения и двухэтажного хлева, на первом этаже которого располагался скот, а наверху хранили сено и инвентарь. Жилое помещение было небольшим. Лишь одна комната, служившая гостиной, была довольно просторной. На печках поморы спали редко, предпочитая скамейки, которые располагались по периметру комнаты. Окна были очень узкими, чтобы через них не проникал холод. Поморы были настоящими мастерами-архитекторами. Чаще всего в качестве строительного материала использовалось дерево. Деревянные дома, часовни и мосты очень гармонично сочетаются с северной природой. Большинство построек строилось даже без гвоздей. Лишь в 15 веке стали строиться каменные сооружения. Например, храмы в Каргополе, Николо-Карельский монастырь, Соловецкий монастырь и соборы в Сольвычегодске. Многие из них сохранились до наших дней. Покорители морей. С XII века поморы бороздили северные моря, ведь Поморье являлось центром судостроения. Ботик Петра I вовсе не первое судно, построенное на территории нашей страны. На севере издавна строились ладьи, шнеки и кочи, суда, которые были созданы для длительных плаваний. Длина коча была около 16 метров, а ширина 4. Он мог взять на борт примерно 50 человек и до 30 тонн груза. Яйцевидная форма корпуса судна помогала избежать опасности быть зажатым во льдах. Благодаря ей коч вылезал наверх. Средняя скорость коча в 17 веке составляла 80 миль в сутки, а порой и 100. Максимальная скорость английских торговых судов тогда составляла всего 55 миль. Поморские мореходы исследовали новые земли, например, доходили до Мангазеи, расположенной в Западной Сибири. С Волоком через полуостров Рыбачий вдоль побережья Белого моря и Кольского полуострова они добирались до северных берегов Скандинавии, а также до Новой Земли и Шпицбергена. Поморы называли его Грумантом. На Новой Земле и Шпицбергене голландские мореплаватели, которые посетили в XVI веке Новую Землю, обнаружили навигационные кресты и обработанные туши моржей. Через несколько десятилетий поморы были вытеснены на южную часть Шпицбергена англичанами, голландцами и другими европейцами и оставались там вплоть до XVIII века. Учеными и археологами были тщательно изучены избы, собранные из привозного дерева, останки судов и кресты. Сруб одного дерева датируется XVI веком, но историки пытаются найти более ранние памятники и вещи, относящиеся к поморам. Так как некоторые исследователи считают, что поморы даже до крещения Руси совершали свои морские походы по северным морям. Норвежцы, которым сейчас принадлежит Шпицберген, не отрицают того, что не они обнаружили его первыми, и в честь поморов открыли на архипелаге музей. Несмотря на богатую историю народа, ученые до сих пор не могут определиться, что же именно означает понятие поморы. Одни считают, что это субэтнос – русский, финно-угорский или смешанный. Другие, что поморы были объединены лишь общим хозяйством. Третьи называют поморами все население русского севера. Но есть и те, кто твердо уверен, поморы – это полноценный, хоть и малочисленный коренной северный народ, сформировавшийся из русского, финно-угорского и скандинавского элементов. Одним из наиболее ярких признаков общности поморов является поморский говор русского языка. Он отличается наличием в нем лексики финно-угорских и скандинавских языков, а также оконьем и долготой гласных. Интересно, что в поморском говоре сохранилась лексика древнерусского языка, точнее его новгородского диалекта.
Можно смело сказать, что традиционная культура поморов, включая их язык и национальные промыслы, это один из сохранившихся до нашего времени осколков Древней Руси, нашего общего прошлого. Ведь прошлое – это не только страницы летописей, стены крепостей и храмов, это еще и память народа. Кто знает, возможно, поморы – часть славянского народа с истинной верой, уцелевшая после захвата власти на Руси иноземцами Романовыми. Что вы думаете про это? Напишите в комментариях. Автор статьи – Мария Рыжик. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.